Действительно ли Тайон покинул BTS? Почему Чонкук выбрал именно это время, чтобы заговорить? Что на самом деле произошло? За кулисами? Неожиданное признание Чонкука меняет все. Найдите скрытые подсказки. Подозрительное молчание и нескрываемые слезы. Поделитесь своими мыслями в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы получать последние новости из мира BTS. Что вы делаете, когда молчание говорит громче тысячи слов? Что вы чувствуете, когда уходит тот, кто когда-то был светом? Кто-то из группы внезапно исчезает, и все делают вид, что не замечают? Это теория, а не фанфик и не слух. Это момент, когда мир кей-поп замер на мгновение. Этот момент стал сенсацией из-за одного неразрешенного вопроса. Где Тайон? Сначала армии по всему миру думали, это просто очередной перерыв. Тайон, как и остальные участники BTS, заслуживает личного времени. Но когда прошло 3 дня, а следа не осталось, и официальные аккаунты HYB начали удалять старые посты, сообщения о последнем проекте Тайона, без каких-либо объяснений, начали вызывать чувство тревоги. Постепенно, 3 января в 10:17 утра по восточному времени, в фан-сообщество просочилось 47-секундное видео. На видео запечатлен человек, очень похожий на Тайона, входящий в темное здание, одетый во все черное, в сопровождении 2 мужчин в официальной одежде, которых раньше никогда не видели в окружении менеджеров BTS. Более 30 миллионов человек посмотрели видео всего за 12 часов, и начали нарастать предположения. Стекло с силой ударилось об пол, но это не стало переломным моментом. Переломным моментом стало то, когда Чонкук, обычно один из самых спокойных и собранных людей на интервью, внезапно повернул голову, когда его спросили о Тайоне на их официальном глобальном промо-мероприятии. Он упал. Тишина. Ни кивка, ни покачивания головой. Он не сказал, что пришел. Никакого стандартного ответа. HYB репетировали это. Чонкук просто опустил взгляд и слегка улыбнулся, но не радостной улыбкой, не дружелюбной улыбкой, а горькой улыбкой, которая больше походила на кот, как будто он хотел сказать что-то, чего не должно было произойти. Почему HYB не выпустили официального заявления? Почему Тайон внезапно исчез со всех рекламных мероприятий, рекламных кампаний и даже созданного им контента? Было ли это запланировано еще в конце прошлого года? И более того, почему именно Чонкук из всех людей выглядел так? Кто был больше всех потрясен? Один за другим цифровые следы Тайона начали исчезать. Видео со съемок, невыпущенные кадры рекламных кампаний и даже трейлеры к предполагаемому предстоящему развлекательному шоу показывали истинную сторону Тайона. Внезапно он исчез без всякой причины. Фанатка пыталась ее успокоить, надеясь на лучшее. Может быть, это часть рекламного плана. Может быть, Тайон над чем-то работает. Секретный проект. Но должен ли этот секретный проект финансироваться за счет его увольнения личности? BTS. Затем пришли новости. Местные СМИ в Южной Корее опубликовали расплывчатую обстикул о том, что один из участников BTS, сообщается, находится в процессе расторжения контракта. Имена не упоминались. Дата. Но следующее предложение было подобно удару кнутом. Эта отмена не была связана с судебным делом, а скорее с конфликтом взглядов, который больше не мог быть примирен. Общественность начала строить спекуляции. Имя Тайона вскоре стало доминировать в трендах в 18 странах. Фанаты создали бесчисленное количество тем для обсуждений. В поисках скрытых подсказок, от анализа мимических лиц Чонкука в его последней прямой трансляции до сопоставления фона загадочного 47-секундного видео, но все эти теории, предположения и паника утихли, когда Чонкук наконец появился в своей прямой трансляции. Никакого макияжа, никакой студийного освещения, только усталое лицо, серая толстовка и пустой взгляд. Перед экраном он, казался, обращался прямо к душам фанатов. Он долго смотрел в камеру. Почти 1 минуту он молчал, и когда наконец заговорил, его голос почти дрожал. Есть что-то, что я должен был сказать давно, но не мог, потому что нам велели молчать, потому что я боялся причинить вам боль, но сейчас было бы больнее, если бы я продолжал притворяться, что ничего не знаю. Эти слова были как кувалда, и прямая трансляция была немедленно остановлена, не Чонкуком, а системой. Экран погас. Раздел комментариев был завален тысячами вопросов. Возникли теории, слезы и отревоженность, потому что HYB не выпустила никакого заявления, не было никаких разъяснений, не было никаких извинений, только молчание.
Но военные знали, что это не обычное молчание, оно было намеренным. Молчание – оглушительное молчание. Но, к удивлению, на следующий день Чон Кук опять появился. На этот раз это была не прямая трансляция, не на официальных каналах, а видео, загруженное старым аккаунтом. Этот аккаунт очень долго не был активен, не верифицирован, но видео подлинное. Я закончу. 9-минутное 58-секундное видео Чон Кук сидит за пианино. Пианино не играет, просто заткнись и говори. Ты этого заслужил. Я все знаю, даже если мне придется понести последствия, это прекратится. С глубоким вздохом он сказал: Тайон не исчез, он сам решил уйти, и это не было внезапным решением. Одна фраза, но как будто весь мир остановился. Значит ли это, что это правда? Тайон уходит из BTS. Затем Чон Кук начал рассказывать о том, что никогда не раскрывалось ни в одном интервью, о той ночной медвстрече, репетиционном зале, долгий спор о будущем, о растущей тревоге Тайона. Каждый раз, когда BTS ходилось выступать вместе, он не мог быть самим собой. Он не уточнил деталей, но было достаточно ясно, чтобы потрясти основы всего фандома. Я не скажу, что это было неправильное решение, я не скажу, что это было легкое решение, но я знаю, что он ушел не потому, что не любил нас, а потому, что так сильно любил всех вас, нас и себя. В конце видео Чон Кук просто сказал: «Я знаю, что многое изменится после этого, но, по крайней мере, я больше не буду притворяться». Затем экран погас. Видео распространилось по всему миру всего за 2 минуты. Но через 15 минут видео было удалено. Аккаунт, где оно было опубликовано, исчез. Даже поисковые системы не смогли его найти. Но цифровые следы слишком мимолетны, чтобы быть полностью утраченными. Копии видео были скачаны, переведены и распространены миллионами людей. Но самый главный вопрос остается без ответа. Если Тайон действительно решил уйти, почему не было заявления от него? Почему говорил только Чон Кук? И что именно заставило Тайона принять такое важное решение? А что, если все это было запланировано с самого начала? Один за другим кусочки головоломки начали складываться. Один из бывших стилистов BTS опубликовал загадочную историю со стволами. Некоторые раны нельзя излечить одной любовью. Иногда любовь тоже причиняет боль. Без имени, без контекста. Однако время публикации слишком совпало с видео Чон Кука, чтобы быть случайным совпадением. Между тем, несколько других сообщений фанатов указали на то, что в своем влоге, опубликованном 3 месяцами ранее, Тайон произнес фразу, которая сейчас звучит как завуалированное прощание. «Иногда я хочу жить тихой жизнью, без того, чтобы мне не нужно быть кем-то, просто быть собой». Тогда фанаты сочли это всего лишь случайным размышлением, но теперь эта фраза кажется нечитаемым последним посланием, и выплыло еще одно подозрительное обстоятельство. Вне группы, в документах о регистрации авторских прав, о которых сообщают южнокорейские фанаты, Тайона, недавно появилось имя как имени человека, больше не работающего под лейблами Big Hit или HYB. Значит ли это, что он создает свою собственную идентичность вне группы? Это тихое прощание? Готовилось ли это задолго? Это конец Тайона как участника BTS? И что, если скрывается что-то еще? Это просто уход участника? Или скрывается нечто гораздо большее, замиланный улыбками, плотным графиком и взглядом камер? Почему HYB ведет себя так тихо? Конец. Почему только Чон Кук еще осмелился